Учение Адвайты является сущностью Санатана Дхармы. Учение Санатана Дхармы является сущностью любой религии, сущностью всех религий. И Адвайта Веданта лежит в основе мироздания. Санатана Дхарма – это не есть религия, основанная человеком. Это закон природы, вечный закон природы, согласно которому живут, развиваются все живые существа и эволюционирует Вселенная. А Адвайта Веданта является сущностью Санатана Дхармы. Если мы почитаем Упанишады, там есть ведические изречения, такие как Праджнанам Брахма, сущность сознания есть абсолют, Ахам Брахмасми, я есть абсолют, Таттвамаси, ты есть то, и Аям Атма Брахма. Этот Атман, это самость внутри человека, есть абсолют. Эти ведические махаварки, содержащиеся в Упанишадах, были в свое время выделены Шри Шанкарачарьей как самая квинтэссенция, сущность знания Адвайта Веданты и всей Санатана Дхармы. Можно сказать, в этих ведических махаварках содержится вся духовная мудрость Вселенной, вся сущность Вселенной. Кто их постигает, тот постигает Бога, свое высшее Я, и достигает освобождения. Вот. Адвайта Веданта не есть философия, а Адвайта Веданта есть жизнь. И Адвайта Веданта есть путь, благодаря которому живые существа могут освободиться от неведения и обрести вечную, бесконечную, бессмертную жизнь. Другой вопрос, как Адвайта Веданта может помочь людям современного мира? Современный мир идет в одну сторону, а Адвайта Веданта говорит о другом. Можно сказать, они не очень пересекаются. Хотя есть некоторые надежды в связи с достижениями квантовой физики, достижениями нейропсихологии, даже появились такие науки, как нейротеология. Ученые все больше и больше обращают свои умы к истинам, которые были изложены тысячи лет назад в Ведах, Упанишадах, в текстах Йога Васиштхи, 1000 лет назад Шри Шанкарачарьей. И есть надежда, что все-таки немного этот мир, так сильно погруженный в материализм, в потребительскую культуру, он может начать разворот в другую сторону, и он может эволюционировать в сторону духовного развития, духовного прогресса. И 21 век не будет веком развития технологий, материальных технологий, и даже он не будет веком развития информационных технологий. Он будет веком развития биотехнологий и когнитивных технологий. И, возможно, в этих самых когнитивных технологиях Адвайта Веданта сыграет самую главную роль. И если мы хотим, чтобы человечество немного направило свой взор на учение Адвайта Веданты, то следует подумать, как в современном мире мы можем помочь распространению учения Адвайта Веданты. И здесь очень важно, чтобы различные традиции, различные школы подумали чуть-чуть не о себе, не о своем личном каком-то пути только, не о пути своей общины, своей религии, а чуть-чуть подумали о мире. Если мы думаем только о себе или только о своей общине, наша энергия не может расширяться до размеров мира. Мы всегда будем обусловлены чем-то узким кругом своих учеников, своим ашрамом, своей традицией. И наше сознание не сможет то великое послание Шанкарачарьи, Адвайта Веданты дать всему миру. Но если мы начнем думать в масштабах планеты, начнем думать обо всех живых существах, о том, как им дать это учение, то наша энергия начнет течь свободно, преодолевая культурные барьеры, расовые, национальные, религиозные, этнические,
В общем, любые барьеры начнут преодолеваться. И, собственно, преодоление барьеров – это и есть функция Адвайта Веданты. Адвайта Веданта – это учение без границ, учение без барьеров. Ничто не может быть барьером для Адвайты. Нация может быть? Нет. Культура может? Нет. Религия может? Нет. Наука может? Нет. Эгоизм? Нет. Поскольку в самую суть учения Адвайта Веданты вложена идея расширения и преодоления всех барьеров и границ. Поскольку просветленное видение, а только просветленное видение является сущностью Адвайта Веданты, это освобождение от всех ограничений и от всех барьеров. И когда мы подумаем о таком безбарьерном видении Адвайта Веданты, то нам сразу все становится легко. Например, сотрудничать, объединяться, действовать, проповедовать, поскольку все эти надуманные барьеры, они испаряются. И мы видим, что мы можем свободно проявлять мудрые знания по принципу симфонического оркестра, по принципу единства в многообразии. И вот идея ордена является как раз такой идеей преодоления барьеров. Например, есть серьезный культурный барьер, индийский и европейский. А мы подумали, а почему бы этот барьер не преодолеть? Почему он должен быть? Можно сделать так, чтобы его не было. Или если есть серьезные барьеры, неоадвайта, адвайта, одна линия, другая, один мастер, другой мастер, одна община, другая. Но если мы адвайтисты, нам легко высвободиться из этих барьеров и научиться действовать сообща и сотрудничать, даже при этом оставаясь в рамках своей линии передачи, своей традиции, идя каждый своим путем. Преодоление барьеров означает рост нашей энергии, нашей возможности, которые мы можем указать миру. Если мы можем преодолеть барьеры через учение, это означает, это учение может преодолеть и другим людям преодолеть свои барьеры, потому что в мире очень много барьеров. Расовые, национальные, этнические, политические, материальные, сколько угодно. И Адвайта — это именно то учение, которое способно преодолевать любые барьеры и показывать человечеству другой тип менталитета, другой образ жизни, другую картину мира и другое видение. Методы Адвайты, они так же современны, как 5000 лет назад. Иногда можно слышать такое мнение, что современный мир очень сильно изменился. Новые технологии, социальные сети, наука, все это настолько сильно поменяло людей, что древние учения, древние тексты не актуальны, они должны как-то приспосабливаться к современному миру. Но это все равно, что сказать, что современный мир сильно изменился, поэтому Солнце не актуально, и Луна не актуальна, и Земля не актуальна. И они должны как-то меняться в ногу со временем. Но на самом деле мир уже менялся много раз, а Солнце всегда одно. Мир постоянно меняется, а Луна одна и та же. Адвайта — это вечное учение, и она актуальна в любое время и в любую югу. Адвайта неизменна, поскольку она стоит выше времени. Время стоит ниже Адвайты. Прошлое, будущее, настоящее, перемены — все эти виды изменения не относятся к учению Адвайты, поскольку учение Адвайты кала-тита, за пределами времени. Поэтому оно также актуально, и оно будет актуально через миллион лет, через миллиард лет. И показать эту вневременную суть учения Адвайты и сделать его снова современным, это тоже я рассматриваю задачу ордена. Другой вопрос, как нам в конкретных условиях, обстоятельствах действовать, как нам взаимодействовать и какие проявлять энергии в относительном мире. И, например, здесь можно говорить о каких-то создании организаций, каких-то форматов, конгрессов, ретритов, фестивалей. Но это, я думаю, вопрос текущий. Я считаю, если мы все сами будем пребывать в правильном состоянии ума, если мы будем пребывать в Адвайте без границ, это естественно будет складываться. Поскольку учение Адвайты не находится в противоречии ни с чем,
мы не будем в противоречии ни с чем, и нам будет естественно сотрудничать, взаимодействовать или проявлять. Есть различные мнения, допустим, что адвайта несовместимы с ритуалами, с ритуальной практикой поклонения божествами. Но на самом деле это не так. Если основатель Адвайты Шри Шанкарачарья, он, будучи адвайтистом, выполнял поклонение Шиве, поклонение Шакти, читал ведические гимны, то почему для нас это может быть противоречием, если для него этого не было противоречием? Есть множество других представлений, что учение Адвайты несовместимо с методами. Напротив, если мы взглянем в древность, традицию, методы так же важны, как сама философия и воззрение Адвайты. Просто есть относительная сторона, а есть абсолютная сторона. Практикуя Адвайту, мы можем практиковать метод, а можем не практиковать. Нет никаких обязаловок. Мы выбираем сами, практиковать ли нам метод или не практиковать, в зависимости от своего уровня. Если нам достаточно быть вне метода, мы можем пребывать вне метода. Если мы чувствуем, что нам нужен метод, мы применяем метод. Но противоречия нет. Если мы чувствуем, что нам нужна упасана ритуал, мы его делаем. Если мы чувствуем, что мы можем пребывать в безвыборочном осознавании за пределами концепции, мы не нуждаемся в ритуалах и пребываем в естественном состоянии. Это естественное, очень легкое понимание адвайты, которое возникает, если мы практикуем его. Иногда бывает мнение, что адвайта противоречит усилию. Она не противоречит. Адвайта не противоречит ничему. Она не противоречит ни усилию, ни безусильности. Все зависит от того, кто ее практикует. Поскольку люди, ее практикующие, находятся на разных уровнях, например, по тантрической классификации вира, дивья, пашу, то, возможно, кому-то усилие понадобится, а кому-то оно не понадобится. Ему достаточно пребывания в недвойственности. Иногда есть противоречие, что в Адвайте нет иерархии богов и святых, что это полностью противоречит Адвайте, что в Адвайте есть только Брахман. Но если мы так сказали, значит мы выбрали Адвайту, отрицающую этот мир. Но Адвайта ничего не отрицает и ни с чем не находится в противоречии. Иерархия богов и святых также существует в Адвайте, так же равно, как и не существует. Две стороны одной медали всегда связаны с непроявленным и с проявленным. Это называется в ведической, тантрической традиции Шива и Шакти. И там, где непроявленное, там нет разговора об именах, формах, о богах, иерархии энергии святых. Но как только начинается проявление, сразу же они появляются, поскольку Вселенная так устроена. Но это не является противоречием в Адвайте. И вот какое мы не возьмем аспект жизни, мы обнаруживаем, что сама по себе Адвайта совместима со всем, не противоречит ничему, и она может вписаться в любую конфигурацию, в любое измерение. Она может быть конгруентной каждому атому во Вселенной, от галактики до микрона, до какой-то молекулы. И вот эта универсальность, пластичность учения Адвайты дает большую надежду, что она в 21 веке может, распространившись, изменить человечество к лучшему и дать ему совершенно новую, божественную, пластичную, очень возвышенную, величественную, духовную энергию, которая может помочь всем. И я надеюсь, что наш орден вложит свой вклад в такое распространение учения Адвайты и в такое видение. На это мы благословены святыми, и это видение транслирует божественные существа нашей традиции, святые. И, конечно же, они испытывают любовь, сострадание ко всем живым существам на земле, к людям на земле. И они желают им помочь, но через кого эта помощь может прийти? Она может прийти именно через нас, поскольку мы люди, мы живем среди людей. Это означает, что, как говорят, у Бога есть только наши руки.